Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Давно мы с вами не виделись, и я по вам всем очень сильно соскучилась. За окном сейчас осень, и обычно в это время года я начинаю ужасно скучать по лету. Хочется тепла, солнца и моря. Наверное, именно поэтому на свет появились эти милейшие рыбки. Больше всего они похожи на керамические изделия и выглядят достаточно дорого. Но на самом деле рыбки сделаны из яичных лотков. Уверена, что многие из вас уже загорелись желанием сделать себе таких же. Поэтому не будем больше тянуть, давайте приступим к работе. Итак, в первую очередь нам понадобятся яичные лотки. Причем лотки пригодятся самые разные. И для куриных яиц, и для перепелиных. И на 10 яиц, и большие лотки на 20 или 30 яиц. Из всех лотков нам нужно вырезать детали в форме конусов. И обратите внимание, что из некоторых лотков конусы можно вырезать с двух сторон. То есть с одной стороны это будут ячейки под яйца, а с другой стороны это будут разделительные конусы. И чем разнообразнее по форме и размеру будут ваши детали, тем больше вариантов элементов для сборки рыбок у вас получится. Все детали подравниваем по краю, чтобы получить ровные и аккуратные заготовки. У меня получилось очень много различных конусов. И маленькие, и большие, и выпуклые, и приплюснутые. Но в сегодняшней работе я буду использовать лишь меньшую их часть. Остальные конусы я оставила для следующих мастер-классов, так как у меня появилось еще несколько идей, как и куда их можно применить. Головы и хвосты рыбкам я буду делать из самых длинных конусов. Складываем конусы пополам, то есть расплющиваем их, и придаем им нужную форму. Для головы конус по краю закругляем, имитируя жабры, а для хвоста край заостряем. Конусы разворачиваем и получаем рыбью голову и рыбий хвостик. Туловище будет собрано из 10 конусов. И здесь нужно постараться подобрать детали так, чтобы они, во-первых, хорошо подходили друг к другу по размеру, а во-вторых, выступали на примерно одинаковое расстояние. Сначала идет небольшой конус, чтобы на него могла надеться голова. Следующий конус состоит из двух деталей. Они одинаковые по диаметру, но разные по высоте. Это сделано для того, чтобы следующий конус не проваливался в предыдущий. Дальше два конуса повернуты широкой частью друг к другу. Это самая толстая часть рыбки, ее животик. Снова двойной конус, затем небольшой, как самый первый после головы, и в конце два маленьких конуса, после которых идет хвостик. Двойные конусы склеиваем термопистолетом. Нам они нужны в виде единой детали. А теперь переходим к процессу превращения картона в что-то больше похожее на керамику. Нам понадобится любая самоотвердевающая на воздухе масса для лепки, которая хорошо растворяется в воде. У меня это масса Sculpt Dry. Массу можно взять даже ту, которая полностью высохла. Заливаем ее водой и оставляем примерно на сутки.
Дальше как следует перемешиваем и получаем вот такую смесь, немного похожую на шпатлевку. Кстати, шпатлевку тоже можно использовать, но результат будет не совсем такой, как с массой для лепки. Я уже неоднократно показывала эту технику. Ссылку на более детальный мастер-класс, как сделать эту массу, я дам в подсказке и в описании под этим видео. Покрываем наши картонные заготовки получившейся массой. Для удобства заготовки можно нанизать на проволоку. Массу наносим кисточкой в 2-3 слоя с внешней и внутренней стороны. Каждому слою обязательно даем полностью высохнуть. Сушить детали можно просто подвесив их в комнате, а можно ускорить процесс сушки, отправив детальки в духовку. В духовке детальки сушим при температуре 50-60 градусов с приоткрытой дверцей примерно 15-20 минут. Дальше нам понадобится наждачная бумага или пилочка для ногтей. С поверхности деталек нужно убрать все заусенцы и острые края. То есть каждую заготовочку нужно немного ошкурить. Ключевое слово здесь «немного». До идеальной гладкости шкурить не нужно. Ямочки и неровности должны на заготовках остаться. Они нам пригодятся при росписи. После того, как детальки будут зашкурены, скорее всего на ваших заготовках появятся места, где масса зашкурится до картона. Поэтому наносим еще один слой массы изнутри и снаружи и оставляем на просушку. Теперь в каждой заготовочке нужно сделать отверстие для будущей веревочки. И лучше всего это отверстие просверлить тонким сверлом. Просто если вы будете делать отверстие шилом, то есть риск, что деталь в месте прокола потрескается. И дальше нам понадобится акриловый грунт. В идеале грунт нужен темно-коричневого цвета, но у меня был только белый, поэтому я буду использовать его. Для удобства работы грунт я перелила в баночку поменьше. Потом мне пришла в голову мысль, что грунт можно подкрасить акриловой краской. В следующий раз так и сделаю, если не забуду. А вы можете сделать это прямо сейчас. И, кстати, прямо сейчас вы еще можете поставить лайк этому видео и подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно. Грунтуем все детальки и оставляем их на просушку. Теперь можно переходить к росписи. Так как я буду раскрашивать рыбок под керамику, сначала раскрашиваю все детальки темно-коричневой акриловой краской. Это будет базовый цвет, который останется виден во всех ямочках и углублениях. Дальше берем белый цвет или цвет слоновой кости. Набираем краску сухой кистью, излишки вытираем о палитру или лист бумаги и прокрашиваем все самые выступающие части деталек. Это делается для того, чтобы следующий цвет, какой бы цвет вы ни выбрали, получился чистым и ярким. На коричневом же фоне, без белой подложки, все цвета будут выглядеть грязно и плохо различимо. Дальше нужно разложить детали рыбок в правильном порядке и определиться с цветовой гаммой. Сначала я планировала сделать каждую деталь разного цвета, используя оттенки синего и песочного цвета. Раскрасила, посмотрела, и мне не очень понравился результат. Но я решила показать вам и эти этапы работы, потому что кому-то именно такой вариант расцветки больше придется по душе. В
Каждый цвет, так же как и в случае с белой краской, набираем сухой кистью, вытираем лишнюю краску о палитру или лист бумаги и прокрашиваем детальки так, чтобы коричневый цвет остался виден во всех углублениях. Не забудьте раскрасить детальки не только с внешней стороны, но и с внутренней. Дальше каждому цвету добавляем капельку коричневой краски, размешиваем и сухой кистью проходимся по поверхности каждой заготовки. Красим так, чтобы в некоторых местах остался виден предыдущий цвет. Теперь можно немного пройтись по самому выступающему рельефу белой или какой-то светлой краской. И в завершении сухой кистью добавляем акцентов золотой краской. Также нам понадобятся бусины. Они будут использоваться в качестве разделителей. На каждую рыбку мне понадобилось 13 бусин. 12 маленьких по 8 мм в диаметре и одна большая диаметром 18 мм. Бусины у меня были деревянные, поэтому я их покрасила золотой акриловой краской. Вы же можете выбрать сразу золотые бусины, например, пластиковые. Правда, тогда они будут стоить прилично дороже. На самом деле все детальки по отдельности мне очень понравились. Они получились как какие-то драгоценные камушки. Но вот собрав все заготовки воедино, рыбки мне не понравились. Они получились какие-то мрачные. Поэтому решено было все перекрасить. Я взяла бело-голубой цвет. Правда, он скорее ближе к белому, чем к голубому. И сухой кистью прошлась им по всем заготовкам, не закрашивая ямочки и углубления. На этот раз я выбрала салатово-голубую палитру или салатно-голубую. И буду делать градиент от головы к хвосту каждой рыбки, используя 4 цвета. Синий бали, аквамарин, мятный чай и солнечный блеск. Причем у 3 рыбок я сделаю градиент от голубого к желто-зеленому цвету от головы к хвосту, а у оставшихся 3 наоборот, от хвоста к голове. Градиент делаем следующим образом. Сначала берем много синего цвета и добавляем в него совсем немного аквамарина. Для следующей детальки к синему цвету добавляем побольше аквамарина. Дальше, соответственно, еще больше аквамарина и еще больше аквамарина. Для 5-й детальки мы берем цвет аквамарин и к нему добавляем совсем немного синего цвета. Для 6-й детали в имеющийся цвет мы добавляем цвет мятный чай. Дальше еще больше мятного чая и еще больше. А в конце уже добавляем солнечный блеск. Это так сейчас красиво звучало, что можно даже за это поставить лайк. Золото я решила добавить и в этот раз. Только теперь я буду наносить его не на всю поверхность, а только на самый край. По-моему, так смотрится намного лучше.
За счет первой не понравившейся мне окраски получился очень интересный эффект. В углублениях остался виден не только коричневый цвет, но и вкрапления песочного, золотого и синего. И при детальном рассмотрении смотрится это очень красиво. Но специально раскрашивать двумя вариантами, я думаю, не стоит. Хотя... И прежде чем собирать все детальки воедино, покрываем их глянцевым или полуглянцевым акриловым лаком в 1 или 2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следующий этап не обязательный, но с ним рыбки смотрятся интереснее. Берем золотой акриловый контур и рисуем рыбкам глазки и улыбающийся ротик. Сушим и переходим к сборке. Нам понадобятся золотые бусины, которые мы подготовили ранее, большая игла и вощеный шнур или какая-то веревочка, на которой мы будем собирать рыбу. Продеваем шнур в иглу и собираем рыбку в следующем порядке. Бусина, она будет стопором, хвост, иглу вводим во внутреннюю часть хвоста, то есть бусина окажется внутри хвостика. Дальше детали собираем, разворачивая их внешней стороной к игле. Первая маленькая деталь, бусина, вторая маленькая деталь, маленький конус, бусина, большой неглубокий конус, большой глубокий конус, 2 бусины, 1 большая бусина и снова 2 бусины. Дальше детали собираем, разворачивая их внутренней частью к игле. Глубокий большой конус, неглубокий большой конус, бусина, маленький конус, 4 бусины, голова и снова бусина, и она тоже будет стопором, но с верхней стороны рыбки. Теперь вытягиваем шнур на длину рыбы, плюс еще 5-6 см на петельку для подвеса. И снова собираем все детали рыбки, но уже по направлению от головы к хвосту. Оставшуюся петельку фиксируем зажимом, чтобы детальки не слетели. Выводим шнур в последнюю бусину и обрезаем. Завязываем хвостики в узел, чтобы рыбка не рассыпалась. И сверху тоже делаем узелок, чтобы зафиксировать рыбу с 2 сторон. Ну а теперь давайте посмотрим, что у меня в итоге получилось. Рыбы получились именно такими, какими я их и хотела видеть. Они как кусочек моря с его синей водой, зелеными водорослями и золотым песочком. На них не только хочется смотреть, но их и безумно приятно держать в руках. Чисто внешне они очень похожи на керамические изделия, но когда берешь их в руки, кажется, будто они сшиты из кожи. То есть изделия в такой технике выглядят очень оригинально, сделать их может каждый, а главное, они подходят практически к любому интерьеру. Надеюсь, этот мастер-класс вам понравился, и вы нашли для себя что-то новое, полезное и интересное. И если это так, то лучшей благодарностью для меня станут ваши лайки, комментарии и подписка на мой канал. А на этом у меня на сегодня все. Люблю вас всех и обнимаю. До скорой встречи! Пока-пока!